Mesdames et messieurs, bonjour! Сегодня отправимся в путешествие по самым живописным уголкам Франции. Сегодня нас ждут тихая деревня в Пикардии с ее старинными домами, деревня в Нормандии с неповторимым нормандским шармом и древний монастырь, окутанный мистическими легендами. Приехала в деревню Жерберуа. В этой деревне я ни разу не была. Вот здесь паркинг. Припарковалась. Хочу посмотреть эту деревню, которая находится в Пикардии. Эту деревню называют деревней роз. Но для роз еще рано, потому что только 19 апреля. Лучше приехать в мае-июне, когда цветут розы. Вот только первые розочки расцветают. Но здесь, так же, как и в Вёль-ле-Розе, вы смотрели мое видео по Нормандии, вот там тоже есть деревня роз, Вёль называется, там тоже розы высаживают жители у своих домов. И здесь то же самое. В этой деревне еще с начала 20 века жители высаживают розы. Деревня Жерберуа находится в Пикардии, практически на границе с Нормандией, а Пикардия – это историческая область на севере Франции, главный город Амьен. Кстати, город Амьен – это родина нынешнего президента Франции и его супруги. У меня есть видео о городе Амьен, если вам интересно, смотрите по ссылке. И от Парижа до этой деревни 120 километров. Жерберуа входит в ассоциацию «Самые красивые деревни Франции». Да, здесь везде розарии, возле каждого дома. Но еще рано. Цвести розы будут только в мае. Деревня совсем маленькая, здесь живет всего лишь 100 человек. История этой деревни насыщенная и драматичная. Поселение возникло еще в раннем Средневековье, и уже в XI веке здесь стояла крепость. Знаете ли вы, что в середине XI века тут произошла битва между самим Вильгельмом Завоевателем и его собственным сыном? В XII веке король Филипп II Август даровал поселению статус города, но затем наступили тяжелые времена. Столетняя война, религиозные конфликты, город не раз разрушали и осаждали. Со временем крепость утратила свое военное значение, и город превратился в тихое сельское поселение. Казалось бы, ее ждет забвение. Но в начале 20 века все изменилось. В 1901 году художник Анри Ле-Си-Дане впервые приехал в живописную деревню и был сразу очарован ее атмосферой. По совету знакомых художников он купил дом с заброшенным садом. Фактически это был старый фруктовый сад на руинах средневекового замка. Его целью было создать место, подобное тому, что сделал его современник Клод Моне в Живерни, пространство, где можно жить и черпать вдохновение для живописи. Анри Ле-Си-Дане начал высаживать розы, вдохновляя местных жителей украшать свои дома цветами. Энтузиазм художника нашел отклик у людей, и благодаря ему деревня стала превращаться в цветочную открытку. В 1909 году было основано общество друзей Жерберуа. Его цель – привить жителям вкус к красоте, обустройству и украшению своих домов. И важный момент в истории этой деревни – 23 февраля 1911 года муниципальный совет единогласно разрешил обществу высаживать розы у общественных зданий, у ратуши, школы и даже у ворот замка. Таким образом, любовь жителей этой деревни к розам и цветочным композициям глубоко укоренилась в истории деревни. Художник Анри Ле-Си-Дане в течение нескольких лет полностью преобразил участок. Из запущенного сада он создал сложную композицию из нескольких тематических садов. И вот этот сад я и хотела сегодня посмотреть. Но оказывается, сад закрыт и откроют его только 1 мая. Кстати, картины этого художника можно посмотреть в Париже, в музее Орсе или в музее Мармотан. В этой деревне находится 2 сада на самом деле.
замечательный, как они говорят, jardin remarquable. Но придется мне вернуться в мае или в июне. Сады открывают только 1 мая. И вообще многие кафе, рестораны закрыты в апреле. Деревенские церкви во Франции никогда не закрываются. И очень много сейчас воруют из церквей. Жаль. Деревня действительно уютная, красивая. Жаль только, что розы еще не цветут и сады закрыты. Ну а теперь поеду в другую деревню, Льон-Ля-Форей, которая находится в Нормандии. От деревни Жерберуа, где я была в Пикардии, до деревни Льон-Ля-Форей в Нормандии всего лишь 50 километров. За 30 минут я доехала. Будем знакомиться с одной из самых красивых деревень Нормандии – Льон-Ля-Форей. Если вы надумаете приехать в эту деревню, то лучше приезжать в четверг, субботу и воскресенье. Сегодня воскресенье, но уже после обеда и рынок закрывается. В этом доме жил знаменитый французский композитор Морис Равель. Льон-Ля-Форей входит в список самых красивых деревень Франции. Проживает здесь 717 человек, но деревня имеет богатую историю. Еще в III веке здесь существовало поселение, связанное с римской дорогой из Руана в Бове. Доказательство тому – остатки античного театра, который был рассчитан на 2000 зрителей. Переломный момент наступил в 911 году, когда договор между Карлом Простым и Ролоном положил начало герцогству Нормандия. Деревня у границы королевства Франции и нового герцогства оказалась на перекрестке исторических событий. В 1060 году Вильгельм Завоеватель приказал возвести оборонительную крепость на скалистом отроге, откуда открывался вид на окрестности. А спустя годы младший сын Вильгельма, Генрих I Боклер, король Англии и герцог Нормандии, построил здесь укрепленный замок. Именно в этой деревне умирает Генрих I Боклер. В Париже уже везде цветут каштаны, а здесь только-только начинает. Хотя от Парижа всего лишь 100 километров, но каштаны еще не расцвели в Нормандии. Герцоги Нормандии и короли Франции не раз посещали Льон-Ля-Форей, охотились в местных лесах. Ричард Львиное Сердце, Филипп Август, Людовик IX, Филипп Красивый, Карл IX – они все здесь бывали. Пожар конца XVI века уничтожил многие старинные постройки.
Поэтому большинство сохранившихся домов в этой деревне датируется 17-18 веками. Возрождение городка произошло в начале 20 века. С появлением автомобиля и открытием нормандского побережья парижане начали искать места для отдыха неподалеку от столицы и открыли для себя Lyons-la-Forêt. Эта деревня настоящая открытка. Какая прелесть! На тротуарах островки зеленые и яблони высажены. Яблони цветут. Яблони интересно сформированы. А здесь большой островок. Название деревни Lyons-la-Forêt. Но Lyons-la-Forêt – это не только архитектура. Деревня окружена великолепным лесом, площадь которого составляет около 10 тысяч гектаров. Этот лес известен своими величественными буками и считается одним из самых красивых во Франции. Поэтому здесь можно прогуляться по живописным тропам, прокатиться на велосипеде по специально подготовленным маршрутам, устроить пикник в тени вековых деревьев. Так что, если вы ищете место для спокойной прогулки, погружения в старину, обязательно добавьте эту деревню в свой маршрут по Нормандии. Зеленая стена, петухи поют. Деревня. Ой, они все встают. Пожалуй, я пойду. Пойду. На многих домах в этой деревне можно прочитать слово «жит». «Жит» – это значит гостевой дом. Здесь комнаты для гостей, для туристов. А в этом здании находится медицинский центр. Здесь работают врачи-терапевты, даже психотерапевты есть, остеопаты, медсестры. А здесь гостиница. Очень много гостиниц, кстати, в этой деревне, Lyons-la-Forêt. Так что будете путешествовать по Нормандии, всегда можно остановиться на ночь здесь, в этой деревне. А сейчас я отправлюсь в одно из самых мистических мест в Нормандии, бывшее аббатство Мортемер. Говорят, что там до сих пор есть привидения. Vous êtes prêts? Alors on y va. Лес таинственный, загадочный. Так, через 150 метров, и я приехала. Аббатство Мортемер было основано в XII веке и сегодня известно не только своей религиозной историей, но и фантастическими легендами. Руины этого аббатства, свидетели прошлого, подпитывают мифы, благодаря которым это место считается одним из самых таинственных во Франции. На протяжении веков ходят слухи о странных явлениях, наблюдаемых в аббатстве и его окрестностях, появление призраков, необъяснимые звуки и мимолетные силуэты интригуют посетителей. Эти рассказы передавались из поколения в поколение, укрепляя сверхъестественную репутацию этого места и привлекая любителей паранормального. О, интересно, здесь есть кафе? Стоят столики. Может быть, я здесь чашку чая смогу выпить? Сначала чашку чая, потом пойдем знакомиться с аббатством.
В буковой роще леса Льонс стоят развалины старинного цистерцианского аббатства. Когда-то здесь простирались огромные болота, отсюда и название Морт-де-Мер, от латинского «Martum mare» – «мертвая вода». Монастырь был основан в XII веке по просьбе герцога Генриха I Боклерка, первого герцога Нормандии, короля Англии и четвертого сына Гийома Завоевателя. Аббатство Нотр-Дам-де-Мортемер стало первым цистерцианским аббатством в Нормандии. В XII веке аббатство процветало. Под покровительством императрицы Матильды и Генриха II Плантагенета оно превратилось в важный религиозный экономический центр. 50 монахов жили на полном самообеспечении, ловили миногу и окуня в озере, построили голубятню, разводили пчел, пили вино домашнего производства. В XIII веке монастырь был весьма влиятельный. Идут года, проходят столетия, и к концу XVIII века в аббатстве осталось всего лишь 5 монахов. Во время французской революции последние 4 монаха были расстреляны в кладовой. С этого времени и по сей день в аббатстве никто не живет. Аббатство закрывают, распродают, используют как карьер для добычи камня. Некогда величественный монастырь постепенно превращается в руины. Это старая голубятня. Если вы смотрели мои видео о замке Бретой, там тоже есть голубятни старые. Потом еще в Нормандии по дорогам Сидра тоже я снимала старый феодальный замок. И вот здесь тоже сохранилась старая голубятня. Elle a été construite en 1134 à la demande d'Henri Ier, dit Beauclerc, duc de Normandie, roi d'Angleterre. Elle est construite sur du marécage. Son nom vient du latin mortuum mare, mer. Il avait le droit de rendre la justice que pour des petits larcins, pas des crimes. Comme il a eu ce droit, il a eu le droit au bandeau. C'est cette pierre couverte de d'huile qui fait le tour du pigeonnier. Голубятня была построена в XV веке. Развалины церкви XII века. И даже эти развалины, это впечатляет. А теперь о самом интересном. С XIX века здесь происходят странные явления. Ночью с территории монастыря доносятся странные звуки, а во время полной луны видели оборотня женского пола с желтыми глазами. В 1921 году здесь даже проводили обряд экзорцизма, но призраки никуда не исчезли. Иногда появляются призраки 4 убиенных монахов. Их души якобы остались в аббатстве. Посетители рассказывают, что слышали звуки шагов в пустых залах, шепот, ощущение присутствия. А иногда можно и белую даму встретить. Это самая знаменитая легенда аббатства.
Призрак связывают с Матильдой Английской. Матильда – внучка Вильгельма Завоевателя и бабушка Ричарда Львиное Сердце. По преданию, ее заточили в аббатство за измену. С тех пор она появляется в виде женщины в белом. Часто ее видят во время полнолуния у старого пруда или в руинах монастыря. Она возвращается в аббатство в белых одеяниях и в перчатках. Если перчатки белые, то увидевшего ее ждут хорошие события. Если в черных, то человек умрет в течение года. Вокруг аббатства болотистая местность, и иногда над водой появляется туман. Люди утверждают, что в тумане видны силуэты, слышны странные звуки. Это усилило репутацию места как проклятого. Иногда посетители и сотрудники говорят о внезапном похолодании воздуха, о сбоях техники, камеры или телефона, ощущение, что за ними наблюдают. Аббатство действительно атмосферное, изолированное, старое, окруженное лесом и туманами. Все это создает идеальные условия для мистики, даже без каких-либо сверхъестественных явлений. А вы что думаете? Встречались с призраками? Один из самых знаменитых герцогов Нормандии, Генрих II Плантагенет. Впоследствии он станет королем Англии. А это его супруга Элеонора Аквитанская. Ричард Львиное Сердце, король Англии и герцог Нормандии. Последний герцог независимой Нормандии. После его смерти Нормандия теряет независимость и становится частью французского королевства. И еще здесь есть фонтан холостяков. Это не совсем страшная, но загадочная история. Считается, что вода из источника помогает найти любовь, снимает одиночество. По легенде, нужно умыться водой или бросить монету и загадать желание. Наша прогулка подошла к концу. Надеюсь, что вам было интересно. А если интересно, не забудьте поставить лайк и подписаться. Спасибо, что были со мной, и до новых встреч на канале о Франции и не только. Пока!